Не согласен. Почему? Это ничего не даст абсолютно. Чтобы протокол показать, какой вы предлагаете, вот такой формат. Веб-камера это не возьмет. Вот такой формат. Тогда мы видим, Путин сколько, Жириновский вот такой. Так он же большой. Не получится, я говорю. Получится. У них формат вот такой, А4 и веб-камера. Послушайте, Все. в законе написано плакат огромный. Стоп. Вы отсюда видите, что здесь Нет. написано? А отсюда? Все, вот так я вижу. Отлично. Всё, Значит, вот мы подносим к веб-камере протокол, и все Да. видно. Я Дело говорю, в том, что- инструкции этого нет, не имеете права. Так мы для чего собрались-то? А председатель комиссии скажет, покажите. Об общественном контроле. Речь об общественном Александр, я же не контроле. сказал свое. Я называю свое предложение. Без которого ЛДПР не подпишет никакое ваше соглашение. Пожалуйста. Да. Значит, самый лучший способ контроля, и мы проверим власть, мы обязуемся все вместе 5 марта утром пересчитать все бюллетени на 10 участках. Только на 10 участках. И сами выбираем по всей стране. И вот так мы увидим, где фальсификация. Протоколы перепишут. Все сделать. А если мы? Они же не знают, где. Мы пересчитаем. И сразу все видно. Погоди. Все видно. Стоп. Потому что повесить протокол, кто голосовал, Стоп, Владимир они Ильич, повесят вы свой. сами, Вот пересчитать. вы сами себе противоречите. Почему? По-вашему, все ужасы... давайте. Сейчас. По-вашему, все ужасы происходят как раз в ночь после выборов. Да. Насилуют, убивают и переписывают. Переписываю. Так как же вы с утра посчитаете, если уже все будет переписано? Я вам говорю еще раз. Я говорю про бюллетени. Вы даже не понимаете, о чем я говорю. есть как все Зачем вы пришли бюллетени. сюда, Гордон? Я сказал, не протоколы пересчитывать, а бюллетени. Мы Владимир Ильич, снова берем все бюллетени Владимир Ильич, в отличие... и начинаем пересчитывать Отлично, все. отлично. За Путина 500, а здесь Отлично, 300. отлично. За Путина 600, а здесь 150. Похоже, И что вот вы- так вся страна увидит Похоже, фальсификацию выборов 4 марта. Похоже, что в Только отличие, так. в отличие от вас, я понимаю, зачем я Ну здесь. вы же говорите, что протоколы Мало это того, бюллетени, это разные документы. мало того, я даже, Успокойтесь, в конце концов. я даже Пересчитывать понимаю, надо зачем вы бюллетени. здесь, Владимир Владимирович. А вы позвали, я могу уйти, пожалуйста. Нет, Владимир Ильич, останьтесь ради До Бога. свидания. Владимир Владимирович. Оставайтесь здесь. Вы все за фальсификацию. Вы мне говорите, зачем я пришел? Вы позвали меня. Владимир Владимирович, Для этой вернитесь. комедии сами оставайтесь Владимир здесь. Владимирович, Вы вернитесь, такой же пожалуйста. фальсификатор, как ЦИК и Кремль. И пошли вы Вернитесь, все вон. пожалуйста, Черт Владимир вы все. Умоляю вас, вернитесь, Владимир Владимирович. Сейчас рейтинги упадут и передача. Наоборот, все выключили телевизор. Что-то в Все, 23:30 да. у него было. Ушел Жириновский, передачи не стоит. Ну, вы представляете, на отдельных участках за Единую Россию 100%. Вы что, с ума сошли вообще? 90% страны ненавидит Единую Россию и эту власть. А в Ростове сумасшедшие идут и голосуют. Мы за Единую Россию. На Кавказе уже этого не делают. На Кавказе уже 80% спустились. Значит, что делают? Вбрасывают бюллетени. Значит, 300 человек избирателей, вдруг 600 у них пришло на выборы. Там 900, вдруг 1200. Наоборот, выдали 1000 бюллетеней, а в урнах 700, где 300. То есть в наглую вбрасывали или уничтожали бюллетени. Уничтожали при наличии полиции. Что это за полиция? И они в наглую говорят, мы здесь охраняем урну. Все, что хочешь, сделай туда на участке. Урну они охраняют, а избирательные бюллетени можно уносить, которые не в урне. Это же идиотизм. Подняли явку в несколько раз больше. Естественно, вбрасывали бюллетени, естественно, все за Единую Россию. И, естественно, везде опустились данные по ЛДПР. И нас опустили на 0,02 ниже 5. Дураки! Это я сейчас буду долбать их до Нового года. Мы фракцию выведем отсюда из зала заседания. Это будет позор на весь мир опять. И, может, коммунисты поддержат, и «Справедливая Россия». Вот что делают дураки в Ростовской области и все облсбиркомы. Вы дайте один мандат. Законных наших 5-7 мандатов. Один не дают эти ростовские бандиты. Это же чудовищно. И в основном это Шахтинский район, допустим, и рядом Октябрьский район. Депутатов никуда не пускают. Наблюдателей выгоняют. Бандиты окружили все избиркомы плотным кольцом. Если копию протокола кто-то успел взять, отбирают. Вы же видели, там действует банда ростовская. Это хуже, чем Кущевка. Везде, где однопартийный режим, там будет бандитизм. И это позор. Позор Голубеву. Мы будем требовать отправить его в отставку, Голубева. И будем выводить фракцию каждый месяц. И я прошу вас, Геннадий Андреевич, и Миронов,
4 октября заседание Госсовета, давайте и там поставим вопрос. Пусть все губернаторы и власть услышат. Это не Валдай. Сладкие речи там раздавались. Пусть президент примет меры. Ну, дальше некуда идти. Ну, понимаю, воруете 1%, 2, 3, 5, 10. 100% воруют уже. 100% издеваются. Явка в городе Ростове, значит, 12%, да? Вдруг на других участках 70%. Что, полусумасшедший город, что ли? Одни идут на выборы, другие не идут. Есть отдаленные участки, там километров 200 от Ростова. Там столько проголосовало за Единую Россию, сколько нету жителей. Это куда дальше идти? Жителей нету такого количества. А голоса есть. Поэтому Ростовскую область закрыть, всю администрацию выгнать вообще, всю полностью. Не только губернатора, все криминальное там. Я в детстве слышал дурацкую фразу «Одесса мама, Ростов папа». Это хозяева преступного мира Советского Союза. Одесса мама, Ростов папа. Думаю, что такое? Вот прошло 60 лет, теперь я понимаю, что такое. Самый преступный, самый грязный, самый криминальный город Российской Федерации. И Единой России не стыдно говорить, что они там победили. Вы победили в криминальном городе. Значит, вы с этим криминалом, с этими бандитами. Вы, партия большинства, вам позор. Вы сделали Болотную. Мы не вышли на Болотную. Если бы мы вышли 3 партии на Болотную, вам был бы конец. Никаких Валдаев у вас не было бы. Никаких выборов президента не было. Если бы мы пошли в декабре на Болотную. И мы еще сдерживаем себя. И благодарность за это вы нас макаете в грязь. Макаете каждый день. Каждый час. И я всем позвонил. И Неверову, и Чурову, и президент. Всем. И что толку? Что толку? Получается, вся власть с криминалом. Это что, позор? Это что такое вообще? И вы там выступаете перед политологами всей планеты. Это чудовищно. Да стыдно, какой Валдай закрыт форум, чтобы близко не было такого форума. Сперва наведите порядок у себя. То будем праздновать 20-летие Конституции. Конституцию приняли. А где демократия? Где свободные выборы? Согласилась власть. Уже так обнаглела, что согласилась. Да, впервые в Москве провели якобы честные выборы. То есть сама власть уже себя изобличает. Значит, все выборы предыдущие были полностью грязными. Поэтому мы 3 фракции вышли отсюда в 2009 году. Когда в Мосгордуму провели выборы так же, как в Ростове, в Кемерово или в Башкирии. Это чудовищно. Это отвратительно. Поэтому как можно так делать вообще? Ну что вы делаете себе 52 мандата? Ну что, если у вас будет 32 и будет большинство? Ну отдайте честно ЛДПР и КПРФ. Справедливая Россия там тоже вбрасывала карусель, и они возбудили 2 уголовных дела. Ну что вы сами создаете проблему? Вы сами создаете проблему, чтобы потом искать пути, как ее решить. Как решить проблему? Ну что вы, с ума сойдете, если вы отдадите законные нам мандаты? Ну у нас 10, подавитесь, возьмите 8, 9 возьмите, но 1 оставьте, у вас есть совесть. Чингисхан оставлял больше, Гитлер оставлял больше, чем вы. Вы что делаете, Единая Россия? Вас же проклянет весь народ наш. Все вас проклянут. И вы будете бояться сказать, что вы из этой партии. И Собянин уже пошел не от вашей партии, ему стыдно. И Путин не пошел в президенты от вашей партии. Если им стыдно, то нам противно. И вы доиграетесь, мы вам другую Болотную устроим. Понимаете? Это будет другая Болотная. Это не вшивая интеллигенция и богатенькие вышли. А мы выведем людей всех недовольных по всей стране. Если этот произвол будет продолжаться. Вы не способны проводить честные выборы. Объявите о самороспуске и уйдите прочь из всех парламентов Российской Федерации. И давайте проведем досрочные выборы. Пожалуйста. И досрочные выборы президента. Пожалуйста. Вы устроили фильтр с губернаторами. Вы издеваетесь над нами. Дадим подписи, не дадим. И при этом вы на наши места посадили ваших депутатов муниципальных. Это куда дальше идти? На наши места посадили членов избиркомов. На наши места посадили наблюдателей. И потом пишите фальшивые протоколы, что все выборы все признали. Никто не признал никакого выбора. Позор вам, Единой России, и всей вашей власти. Пропадите пропадом, убирайтесь вон. Подлость, гадость, преступники. Ненавижу вас, негодяи. Спасибо. Владимир Абдуалиевич Васильев.